Добрый день! А почему бы благородным доном не собрать что-нибудь полезное из уже практически бесполезного? Это фотоувеличитель, и в прошлом многие умели им пользоваться. С помощью фотоувеличителя проецировали фото с пленок на бумагу. Вещь добротная. На барахолках можно найти за 10 бутылок пива в эквиваленте. Хотя, когда так сконвертировал, так уже и не очень дешево кажется. В видео я постараюсь подробно, со ссылками, пояснениями и тестами рассказать, как сделать микроскоп, сохранив возможность опять собрать фотоувеличитель. Мало ли у кого ностальгия проснется. Сейчас вы видите изображение, построенное штатным объективом, которым часто комплектуются фотоувеличители. Его возможностей в принципе хватает. И если есть проблемы с деньгами, можно для экономии оставить и его. Картинка получается немного темной и не хватает резкости. Особенно, когда есть с чем сравнивать. В комплекте чаще всего поставляется И50У1, специальный объектив для советских фотоувеличителей. У объектива нет кольца фокусировки, отчего его использование в качестве фотообъектива затруднено. Зато у нас есть возможность регулировать диафрагму. Это отверстие с переменным диаметром, которое позволяет контролировать количество света, проходящего через объектив. Объективы с максимальным значением диафрагмы 2,8 обычно называются светосильными. На такой светосильный объектив я и предлагаю поменять комплектный. Один из самых доступных И61. Их было выпущено очень большое количество в различных модификациях. Но для нас это не будет играть ключевую роль. Главное, чтобы оптика была не затерта, и в объективе не побывали неопытные руки любителя. Если же вам попадется потрепанный экземпляр, застывший с маской, в интернете полно информации, как разобрать и оживить этот прекрасный объектив. Диафрагма у И61 регулируется от 2,8 до 16. На диафрагме 2,8 мы будем получать наибольшую светосилу, однако будем несколько проигрывать в глубине резкости. Резьба у объектива для фотоувеличителей, как правило, М39. Такие объективы нам и надо искать. Дополнительным плюсом будет наличие у И61 фокусировки на самом объективе, что может расширить возможности настройки нашего микроскопа. Зачем же нужно увеличивать число диафрагмы, уменьшая светосилу? Дело в том, что уменьшая количество света, мы увеличиваем отрезок, на котором объекты находятся в фокусе. Но нам это не сильно понадобится в микроскопе. Как видно, после замены картинка изменяется, становится светлее и резче. Снимки сделаны из одного места с одинаковыми настройками. Как говорится, почувствуйте разницу. Интересно, что часто можно купить целый фотоаппарат с объективом дешевле объектива. По цене минус 5 светлого в эквиваленте, зато плюс 10 к просветлению и довольной улыбке. Ищите Феды и Ленинграды. Вот мы и добрались к модулям камеры. Для формирования картинки я приобрел аналоговый модуль, собранный нашими китайскими друзьями на микросхеме EFI от Sony. Такие модули относительно недорогие и могут выдавать изображения с небольшими задержками, что является критической характеристикой нашего микроскопа. Модули комплектуются готовыми кабелями. Обязательно берите их сразу. На модуле нестандартный шаг в 1,5. Устанете искать разъемы. Размеры матрицы примерно 5,5 на 4 мм. Не так уж и много. Второй модуль – это камера заднего вида, купленная за копейки на Озоне. Ее тесты будут в дополнениях, и поверьте, они способны удивить. Ссылки на модули в описании. Посмотрим, что будет видеть матрица, установленная в фотоувеличитель. Для этого я вырезал отверстие по размерам матрицы и расположил его на то место, куда впоследствии будет установлен модуль. Так выглядит держатель пленки. И нечто подобное нам будет нужно сделать, чтобы отцентровать на нужном расстоянии модуль камеры. Отметим область, которую увидит через объектив модуль и отобразит впоследствии на монитор.
Обратите внимание, что чем ниже будет расположен модуль над рабочим столом, тем меньшую область он захватит, а значит увеличение будет большим. А благодаря светосильному объективу нам не нужна подсветка. Разница в размерах поверхности, попадающей в поле зрения матрицы, отличается примерно в 4 раза. Весьма неплохой результат, но смотрите дальше, мы попробуем его улучшить. Для того, чтобы микроскоп работал во всем диапазоне подъема фотоувеличителя, нам необходимо выдержать фокусное расстояние, предусмотренное производителем. Для этого нужно сделать правильный держатель модуля, чем мы и займемся. Для быстрого проектирования я предлагаю использовать Tinkerpad. В нем можно довольно оперативно накидать любой проект, и знаний много не потребуется. Бери примитивы и объединяй с отверстиями. В описании будут все ссылки на модели. Если доступа к принтеру нет, можно сделать держатель из подручных материалов. Фанера, пластик, текстолит, все подойдет. Главное, расстояние до матрицы, чтобы было таким же, как расстояние от низа родного держателя до пленки. Или можно обратиться к нам. Ссылка на рабочий Telegram будет в описании. Или в любую другую печатающую компанию. Выйдет не очень дорого, а микроскоп будет радовать качественным исполнением. Все модели можно скачать и исправить под свои потребности. Также, если делаете из подручных материалов, можно измерить размеры с помощью инструмента линейка. В модели предусмотрено пространство для выступающих вокруг матрицы SMD компонентов, чтобы модуль ложился плоскостью на плоскость, а также отверстие для бобышек под винты на 2,5. В верхней части держателя расположены ответные сферические углубления для центровки и фиксирования частей между собой. Также даны ссылки на держатель для одного из самых распространенных и недорогих фотоувеличителей – Юность. У нас в семье был именно такой. При печати модели нужно учитывать материал, из которого будет делаться держатель. Но все равно, возможно, придется немного поработать напильником. Также я разместил ссылку на универсальный набор отверстий, которые можно объединить с примитивом ваших размеров и не мучиться с расчетами. Модель также включает в себя набор для центровки, состоящий из сферы и ответного углубления. Есть еще адаптационное кольцо, но зачем оно? Посмотрим дальше. Работа с программой очень простая. Для создания модели берем примитив, задаем его размеры и объединяем уже с шаблоном отверстий. Если нужна разработка под ваши требования, обращайтесь в рабочий Telegram. Но я не думаю, что с этим возникнут сложности. Все довольно просто. А нам пора двигаться дальше. Напечатаем, что там напроектировали, и соберем нижнюю часть держателя. А после этого прикручиваем рамку модуля. Рамка идет в комплекте. Наживите по одному, а потом дожимайте.
был расположен ближе к надписи «Техно». Так мы получим правильно ориентированное изображение. А пока печатается верхняя часть держателя, давайте потестируем модуль и видеоконвертеры. Все ссылки на конвертеры будут также в описании. Для тестов у нас есть конвертер подороже. У него хорошая комплектация, приятное покрытие и много кнопочек для различных режимов. Мне он нравится. Хотя вряд ли кто-то будет пользоваться и всеми этими режимами. Конвертер попроще в комплекте имеет только кабель питания. И он не такой приятный на ощупь. Ну и цена в 2,5 раза меньше. Есть над чем подумать. Картинку нам будет формировать модуль Sony. Я взял дополнительный объектив специально для этих тестов. Вам он не нужен. Ну и как бонус в конце видео будет тест вот этой камеры. Посмотрите. Весьма удивитесь. Стоит копейки. Мне кажется, что тут провода в комплекте дороже стоят, чем вся камера. Тестировать будем по одной интересной технологии. Когда-то ее применяли для проверки камер, работающих в режиме реального времени. Мне эта технология запомнилась, и я решил ее воспроизвести. Суть заключается в том, что мы ставим работающий секундомер перед камерой и одновременно делаем фото. Как секундомера, так и изображения с камеры. И уже по разности показаний определяем задержку. Первым тестируем модуль подороже. Сделаем 3 фото. Первый замер дал нам разницу в 90 миллисекунд. Второй 120 миллисекунд. А третий снова 90 миллисекунд. Если взять стандарт в 25 кадров в секунду, то один кадр занимает 40 миллисекунд. А значит, камера дает нам задержку в 2-3 кадра, что мозг без проблем сможет скомпенсировать. Тестируем модуль попроще. Первый кадр 90 миллисекунд. Второй 130. А третий 120. Что опять дает нам задержку в 2-3 кадра. А значит, покупать модуль подороже нужно только если вам нужна его комплектация. Ну или если вы будете его гладить. Ну а пока мы тестировали конвертеры, допечаталась верхняя часть держателя. Пошли собирать. Части стыкуются между собой отлично. И центровочными элементами фиксируются так, что без инструмента их потом не разъединишь. Ногтей жалко. Эх, отправляем старый элемент на хранение до лучших времен и освобождаем место под наш новодел. Снимаем осветитель и положим его в надежное место. Сохраним для потомков. Или нет? Ладно, не волнуйтесь, это был спецэффект. Все осталось целое. А вот, что у нас получилось внутри. Красота. Подключим и соберем систему питания. А в это время допечаталось переходное кольцо и держатель для юности.
Но вернемся к системе питания. Так как модуль Sony хочет 12 вольт, сейчас это не самое распространенное напряжение, я запитаю все от 5 вольт. Для этого поставим в цепь повышающий преобразователь. Ссылка, как всегда, в описании. Он обеспечит питание камеры. Выходное напряжение будет поступать на вход модуля. А для питания преобразователя мы также используем те же самые 5 вольт. Посмотрим на потребление. У включенного конвертера потребление получается в районе 180 мА, что в принципе немного. А теперь подключим модуль через преобразователь. Общее потребление схемы не доходит до 400 мА, а значит такую конструкцию можно запитать даже от USB-порта компьютера. Но я буду использовать зарядный блок. И еще маленький совет. Для скорейшей настройки повышающей платы настройте сопротивление между левой и средней ножкой на 3 кОм. Ну а пока мы собирали схему, и крышка допечаталась. Пошли ставить. С окружностями у ThinkerPad есть проблемы, конечно. Но для наших задач пойдет. Крышка встала как родная. Ну, а вот где-то здесь прикрепим конвертер. Так как разъема с нужным шагом я не нашел, для подключения я припаялся к комплектному. Повышающий модуль приклеил на термоклей в лучших традициях рукожопства. Питание 5 вольт по USB кабелю приходит на вход преобразователя, отсюда же 5 вольт идут на конвертер, а с выхода преобразователя запитана камера. Видеовыход уходит на вход конвертера. Держится классно, не оторвать. Вот такое огромное получилось рабочее расстояние. Можно даже монтировкой работать, если надо. При этом все отлично видно. Задержек восприятия нет. Можно работать и позиционироваться без проблем. Так еще и обычного света хватает. Отличный микроскоп получился. На экран, к сожалению, попали блики от подсветки. На самом деле изображение отличное. Можно еще больше изображение увеличить. Просто опустим модуль и настроим фокус. А если хочется еще больше увеличить? Вот мы и подошли к еще одной доработке. Для этого нам понадобится еще один объектив и переходное кольцо. Совмещенные на одной оси навстречу объективы позволяют получить очень большое увеличение. Если у вас на фотоувеличителе нет такого механизма, объективы можно просто соединить переходным кольцом. Для такого режима без подсветки уже трудно обойтись. Да и работать на таком расстоянии тяжело. Синий элемент, на который мы смотрим, имеет типа размер 0,2-0,1 и по толщине сравним с губкой пинцета. Работать с такими элементами тяжкий труд, поэтому такой режим микроскопа больше подойдет для диагностики. Красивая и функциональная получилась вещь. Подарили вторую жизнь антиквариату. Бонусом идет тест камеры заднего вида. Разбирается она очень легко, особенно во второй раз. Гель удаляется любым деревянным предметом. Так тут еще и объектив внутри настраиваемый.
А вот матрица совсем крошечная. Только для совсем отчаявшихся. Ну что ж, к тестам. А вот и тесты. Первый, второй и третий кадр. Задержка всего 40 миллисекунд. Один кадр. Причем на любом конвертере. Разрешение, правда, слабовато. Но это уж как кому нравится. Можно и ее поставить, если кого Sony не устроит. Спасибо за просмотр. А если кто не подпишется и сделает такой микроскоп, модуль запишет видео и отправит куда надо. Так подумай, стоит оно того. Лучше подпишись.